Национальный музей естествознания. И мы туда сейчас зайдем. Уверен, что я готов стоять в этой очереди. Мы готовы стоять в этой очереди? Я думаю, что это просто группа организована. Думаешь? Да. Сейчас посмотрим, что за музей, который так все хвалят. Это скелет кита. Вот я читал, что он прямо у входа висит. Сейчас поближе снимем. Петух, как у нас в курятнике, тоже белый такой. Гигантской секвойи. Представляете размер какой? Это вот ее возраст. В 557 году наша эра она была, ну, начала расти. Чего? 1335. Да. И вот потом 600-й, 700-й год, разные исторические события. И она все росла и росла и росла. И доросла до музея естествознания в Британии. Вообще мне вот нравится здание само, вот здесь каждая деталь сделана так, наверное, с каким-то смыслом, не просто так. Вот, например, вот балюстрады, разные все колонны с разными орнаментами. Да, такой рядом с лодкой всплывет, будет весело. Как сделать человека? Ага, вот оно как все происходит, а я не знал. Смотри, как наглядно все. Наверное, точно интересно. Только им надо переводить все будет, потому что здесь все на английском. Тут разные всякие такие игры, показывающие, почему мы чувствуем или видим именно так, а не иначе. Интересно. Хороший музей. Ну, хороший отдел этого музея. Рядом с музеем естественной науки находится музей науки, Science музей. Вход в музей бесплатный, я так понимаю, во все музеи Лондона вход бесплатный. Большинство. Ну, большинство, да. Вот. И сейчас мы насладимся тем, что сделал человек. Баллисты какие-то. Восстановлен в 1979 году. Это космический раздел. А у англичан же нет своей космонавтики, да? Они только с американцами же вроде, да? Нет у англичан своей космонавтики. Ну да. Вот макет Луны.
light-colored rock types are mountains known as the Старый локомотив в мире, как говорит вот этот, с 1814 года. То есть 2 года после Бородино, а у них уже паровозы. А у нас они где-то лет через 30-40 появились, вроде бы. Ох, люблю я такие штучки все механические. Макет мастерской очень интересный. Ведь тогда не было же индивидуальных приводов на электродвигателей. И был вот один такой привод, который шел через весь цех, а от него ременными передачами приводы шли на каждый уже отдельный станок. Например, здесь циркулярка, вот здесь вот токарный станок. Здесь фрезерный, похоже. Токарники, опять же. И вот так вот. И я, кстати, застал это еще на... Работал, когда я электриком на бумагоделательной машине. Она была по реституции, или как она там, ну, когда с Германии вывозили трофеи. И вот там как раз вот такие ременные передачи были. Очень интересно. Какой я старый, я все еще помню. Я даже на паровозе ездил еще. Ужас. Локомотив 1868 года. Еще открытая кабина. А вот это интереснее, паровой трактор. До появления в широком использовании двигателей внутреннего сгорания трактора были паровые. Интересно, как на нем работать. То есть здесь должен быть один оператор трактора, один кочегар. Или это все совмещалось? Интересно. Самолет. Не знаю, как называется. Какой-нибудь Форман. Биплан. Это уже вот цельнометаллический самолет. 2 двигателя, убирающиеся шасси, фары, фюзеляжи. Это уже мощная лодка. Мисс Ингланд. Различные автомобили. О, а это Фау, которые как раз Лондон и обстреливали. Фау-2. Но это не бомбер. Судя по отсутствию бомболюков, это, скорее всего, пассажирский. Но интересно, шасси убираются, но не полностью. Не закрываются люками. Аэродинамика лучше. Да, это пассажирский самолет. Аэродинамика лучше, но не совсем. Кстати, на киле шайбы для того, чтобы поток по-другому, ну, не срывался с концов крыла. Сейчас что-то подобное мы можем видеть на закругление крыла на самолетах. Вот Фау-2. Достаточно серьезная такая штучка. Жидкостной реактивный двигатель. Фау-2. Да, вот так она бомбила. Немцы в этом смысле, конечно, пионеры техники всей. Большая, я не думал, что она такая большая. Она как-то на хронике казалась меньше. А вот это боеголовка, судя по всему, или обтекатель. А это... Ага, это уже какой-то реактивный самолет. Британский, судя по всему. Да, наверное, в такой кабинке страшно было летать. А это, наверное, посадочный модуль. Вот зачем он со стеклами? Аполло 10, да. Интересно, зачем стекла, если это посадочный модуль? Разные интерактивные штучки. Для детей вообще раздолье.
Они вроде и играют, и учатся чему-то. Отличный подход к обучению. Ну, например, кто я? Начнем. Так, что это? First of all, drag the sliding shoes. Да ладно. А ты думала? Не, все снимать прекращаю. Самолетики — это то, что я люблю. Двигатели. Бизнес-джеты. Да. Вот эти звездообразные, это представляют. Ух. Да, причем здесь получается, что вращается двигатель вокруг оси, насколько я помню. О, шар братьев Монгольфьер. Я помню с детства, это мне лет 7 или 8 было, я книгу читал, и как раз вот именно такой шар Монгольфьер был нарисован. Очень он мне запал прямо. Ух, наверное, вот с того момента я и заболел небом. О, это Лилиенталь или как-то так. 16-18 век. Типа дельтаплана такого. Но я так и не помню, летал он или не летал. Ага, Лилиенталь, да, 19 век. Угу. Летал, наверное. Вот на ней расположены музей науки, естествознания. И тут, похоже, какие-то посольства, потому что мы там видели флаг Бразилии. Вон там еще какой-то флаг висит. А дальше впереди гайд-парк. Пойдем сейчас подискутируем по предмету толерантности в нынешней Европе. Да? Шли в гайд-парк. Он здоровенный. Я почему-то представлял его как какая-то там занюханная лужайка, где всякие отбросы общества в виде, как их теперь в России называют, пятоколонной либеральной мрази, рассказывают, как там обустроить страну. А это здоровенный парк, очень большой. Через него вот идет дорога такая. А вот там, кстати, вот мы прошли, я камеру не включил, на углу вот красного кирпича здания, это Королевское географическое общество, сборище британской разведки. Потому что идеальный вариант работать под прикрытием. Ну, типа я географ, при этом я в любой стране делаю, что хочу. Встречаюсь с кем хочу, изучаю, так сказать. Вот. Я не знаю, даже увидим ли мы, где там эта дискуссионная площадка в гайд-парке. Просто по пути в гостиницу мы через него проходим. Ну, красивый, приятный такой, хороший парк. Он написан специально, наверное, для особо одаренных. Мелкая вода, с моста не прыгать. То есть, наверное, были все-таки случаи. Да, наверное. Вот, лошади здесь были. Видишь? Отсталая страна, на лошадях ездят. И где есть доступ к воде у людей, везде стоят вот такие спасательные штуки. То есть, вот это вот поднимаешь, она открывается и выкидывается спасательный круг на веревке. Вот. В обязательном порядке. На всех набережных я это видел. Хорошая затея, молодцы. Что-то грызет. Вкусно? Не кормят в этой бедолаге. А тебе что надо?
А вот эти какие-то, смотри, они без перепонок, значит не водоплавающие, но лезут в воду. Че ты, чихаешь? Простудился, бедолага? Конечно, в холодной воде. Я вот тоже в вашем Лондоне простыл. Не знаю, что делать даже. Ты плюнь на меня сейчас. Гуси-гуси, га-га-га. Он шипит. Во ist Нильс? Куда Нильса дели? А? А ты что шипишь? Ты шипучий? Ты шипун? О, страшный такой. Смотри, как у него крейсерская скорость такая. Вау, против ветра. Шпарит. Смотри, так быстро идет. Хорошо так плывет. Идем вот парк. Бам. Домик такой, как на картинке. Карта говорит, что это Serpentine Lodge какой-то. Змеиный чего-то. Но выглядит как частный дом. В гайд-парке частный дом. Да ладно. Значит, памятник воздвигнут кавалерийской, имперской кавалерии в честь товарищей, которые погибли в войну 914-919 и в войну 939-945 и во всех продолжающихся боевых действиях. Вот. Что-то там. Ага, дракона разрубил. Ну, Ланселот, дракон, все как обычно. Гайд-парк мне понравился. Такой спокойный. Он другой, не как Грин-парк, который около Букингемского дворца. Этот какой-то такой другой, в общем, не знаю, как описать. Другие ощущения дает. И я полагаю, что здесь в хорошую погоду совершенно чудесные прогулки должны быть. И приятная такая атмосфера. Нам на самом деле не повезло с погодой. И то, что говорят, что Лондон это постоянно дождь, туман, все это ерунда. Мы сегодня разговаривали с тетенькой в церкви. Тоже как раз тему погоды зацепили. И она говорит, да, мы, говорит, такой погоды уже давно не видели. У нас обычно солнце, обычно все тепло, а тут, говорит, мы прям удивлены. Откуда такая погода? Ты что, белок опять увидела? Где она? Вот. О, зеленый попугай. Ой, здоровая такая. А тебе все равно нечего дать, он тебя за палец укусит. Вот и вороны тут, и белки. Чего? Ну вот видишь, а у тебя нет ничего. А у меня ничего нет. А у тебя ничего нет. Вот так вот. Не подготовленная ты к белкам, к встрече с белками. Это мелкая какая-то. Лондон, ну что за херь-то? Ну я ладно. Ах, Оксана, кроссовки дырявые. А? Как так-то? Лондон. Кроссовки дырявые, новые не купить. Ты хорош давай, не в ту сторону пошла. Лондон is the capital of the Great Britain. Что за нафиг-то? Да. Пойдем туда, пройдем. Мы решили срезать путь из гайд-парка до гостишки и пошли через все вот эти живописные дворики. Народ тут... Вот эти вот очереди, народ не просто так стоит. Внутри нет места, они ждут своей очереди, чтобы зайти внутрь, и им вытаскивают... Да, разминаются винишко, пивишко, и они вот так вот оттягиваются до того, как зайти внутрь. Британия свободная страна, и нету здесь всяких этих депутатов, Милоновых и прочих. А иначе вот за это, как за пропаганду нацизма, давно бы уже под административочки бы чалились архитекторы и прочие. Так ведь? И вот никого это не смущает. И никого это не смущает, потому что это нормально, это искусство. Это сделано было, наверное, черт знает когда, судя по зданию. И ничего. И никто не умер, и никто не бьется в антинацистских припадках. О!
А я тебя там тоже вижу. Да, пошли. Вон, опять народ ждет посадочных мест. На райончик мы забрели, судя по всему. Уже который магазинчик такой попадается, всяких разных непотребных штучек, да? Ай-яй-яй. А это район Сохо. Вон флаги висят. Какие-то странные. Странные расцветки флаги. Что-то не туда мы зашли куда-то. Надо бежать отсюда. Бегом. А Сохо я читал. Это такой район как раз. Нехороший. Нехорошая квартирка. Похабная. А здесь, наверное, какой-то... А, мы же выходили оттуда. Вот мы там живем. Точно. Ну, а мы поехали на вокзал. Нам предстоит долгий путь на север Англии. 3 часа на поезде. Ага, вот опять повторяются. Это, оказывается, по Евроньюз. Десятки тысяч людей прошли в память тех, кто сражался в войне. И среди них был президент Владимир Путин, который нес портрет его отца. Все. Видите, написано, нам нужно поговорить об этом. И внизу Путин. Интересуется народ российской политикой. А выход на... Хороший рынок. Выход на Кинг-Кросс такой уже современный. Видно, здесь ремонт недавно был. Но все равно труба, она есть труба. Да? И эскалаторы новенькие стоят. И вот мы сейчас выйдем на вокзал Кинг-Кросс. Рядом же вокзал Сант-Панкрас. И Кинг-Кросс это такой утилитарный вокзал. А вот Сант-Панкрас с красивой архитектурой. Снимем и тот, и тот. О, здесь тоже уличные музыканты. Вокзальные, метрошные. Саксофон. Так. National Rail. Поехали наверх. Вот видите, музыка везде здесь. Вот поднялись только на один пролет, и опять музыкант сидит. Классная прическа. Так, ну нам вот сюда, на Кингс-Кросс. Ну вот это Кингс-Кросс. Как это? Как это лучше перевести-то? Перекрестки королей. Да, точно. И Кингс, королевский. Кингс-Кросс. Ну, в общем, не суть. Перекрестки королей. А вот этот мостик, который, говорят, в кино был, но сейчас он перестроенный. И в кино он был совсем другой. А теперь вот платформа 9,10. А там какая? 9,3? Ну, пойдем посмотрим. У главного фаната. Кого? Гарри Поттера? Марика Собаченца. Без намордника, что характерно. Так, платформа 9,11. 9,11. Почему? На билет прикладывать? А, потом обратно не выйдем. Ну ладно, значит туда мы зайдем. А, вот это для шоу, да. Я читал про это. То есть можно сфотографироваться здесь, можно дают бесплатные шарфы, багаж, реквизиты какие-то и прочее, прочее. Вот. Ага. И вот народ фотографируется. Так, да. Это для фанатов Гарри Поттера. Что интересно, это мы уже на третьем вокзале в Лондоне. И нету никаких дурацких рамок, металлоискателей, дармоедов, этих дармоедов толстомордых, которые там
изображают, что они какую-то полезную функцию обществу приносят. Бред полный. При этом Британия постоянно, ну Лондон в частности, мы все наслышаны о всяких терактах от маджахедов и прочего разного. И это не заставляет их напрягать людей, потому что они прекрасно понимают, что это бесполезно. Все эти рамки, все это херь полная. Есть чему поучиться у них. Молодцы. Классный потолок. И подсветка нравится мне, такая синенькая. Вот вы видите, смотрите, да, вот вокзал. Тут народ, выходы на перроны и прочее, прочее. Выход на перроны по билетам. И вот выход на улицу. Все. Никаких препонов, никаких барьеров. Свобода. Так и должно быть. Так, а вот другой вокзал. Вот это Сан-Панкрас. Они два рядом вокзала. И если Кингс-Кросс вокзал достаточно такой утилитарный, он, не помню, когда был построен, по-моему, в начале прошлого века, то вот этот вокзал более старый, соответственно, с более интересной архитектурой. Сейчас вот мы выйдем на ту точку и посмотрим на оба вокзала. Две, так сказать, школы архитектуры. То есть вот старая школа, все эти башенки красивые, часики, большое количество деталей, и лепных, и из кирпича выложенных, и игра цветом, и прочее, прочее. И вот Кингс-Кросс, то есть обычный вокзал. Ну, не лишенный тоже изящества и очарования, но гораздо проще выглядящий. И я, откровенно говоря, склоняюсь больше к тому, что мне вот это нравится. Ну, красиво, просто реально красиво. Видно, что люди делали с душой, с уважением к своему труду, к тому, что они делают. Совершенно чудесно. Сейчас еще зайду с той стороны, попробую снять. Там должен быть вообще шикарный вид.